Друзья, добрый день. Сегодня такой вопрос разбираем. Мне неловко, что мужчина на меня тратится. Стыдно. Выбираю экономные варианты подарков и заведений, но когда за себя плачу сама, то позволяю себе лучшее. Поймала себя на мысли. Мне больше удовольствия приносит отдых с кем угодно, но не с мужчинами. С подругами или сыном я себе ни в чем не отказываю. А с мужчинами знаю, что сама выберу самое худшее. Хочу это исправить. Хочу принимать от мужчины лучшее без чувства вины и стыда из-за того, что ему пришлось на меня потратиться. Первое. Нужно понять, что стоит за этими чувствами вины, стыда, что он на меня потратился. То есть наши чувства, они всегда вызываются к жизни, да, каким-то восприятием ситуации. Например, вы воспринимаете, у вас есть фантазия, что этот мужчина, он не может столько денег платить, сколько можете вы. Например, он потратится на вас, там, на дорогой курорт или дорогой ресторан, то он такой будет, знаете, как вот последнее, как выжатый лимон, вы как будто бы из него последние соки выпиваете. Еще раз, вот эти фантазии, они всегда иррациональны. Ваша взрослая часть скажет: да не-не-не, ну я же понимаю, он, может, меньше меня зарабатывает. Сложные чувства, они вызываются иррациональными, такими детскими фантазиями. Младенец и маленький ребенок, он воспринимает мир очень черно-белым, очень поляризированным и очень однозначным, таким вот, знаете, как в сказках, мифологическое такое сознание. И вот эта фантазия может выглядеть, я говорю из практики работы с клиентками, это очень частая история, часто за ней стоит восприятие мужчины как каким-то непотенциальным, слабым, и вот он и так слабый, я еще его буду как лимон выжимать. Вот такое восприятие мужчины. Как тогда что-то от него требовать, правда? И понятно, за этим там стоит образ мамы, родителя, который воспринимался ребенком как истощенный, как вот-вот-вот-вот, и родитель развалится, и как мне еще что-то требовать, да мне нужно тут сидеть тихонько и вообще, да, обходиться самому, а еще и родителя спасать. Еще раз, я утрирую, но вот внутри это так нужно. Вторая распространенная фантазия, которая стоит за такой ситуацией по опыту работы, это фантазия про то, что если он за меня заплатит, то он будет, такой, знаете, как властвовать надо мной 100%. Вот если, не знаю, он купит мне вот эту дорогую путевку или дорогую сумку или еще, все, я должна быть 100% вся с потрохами его. Да? Еще раз, я говорю о таких архаических глубинных фантазиях. Вот. И это очень пугает. И кажется, да ну его нафиг, эта сумка и так далее, я лучше как-то сохраню себя, да. Вот, то есть внутри это такой выбор между тем, чтобы получить сумку и полностью раствориться в нем, или сохранить себя и не надо этой сумки, условно. И тогда, конечно же, психика делает выбор, лучше я же сохраню себя, да, такой инстинкт выживания психического, он включается. Может, что-то еще у вас третье за этим стоит? Я, опять же, привела эти две фантазии как самые распространенные. Вот то, что я вижу по работе с клиентками, вот либо первая, либо вторая за этим стоит. Либо и то, и другое, да, там как-то оно так склеено причудливо внутри. Дальше вы задаете себе наш любимый терапевтический вопрос. Где, когда, с кем я переживала подобное? У меня было подобное восприятие, что другой вот такой слабый, разрушающийся уже вот-вот-вот, а я еще что-то от него требую. Есть в психоанализе такие категории, как разрушенный объект внутренний и разрушающийся. Вот разрушенный объект – это мертвый объект, да, это то, чего уже нет, или тот, кого уже нет. Да, вот ушла мама или ушел мужчина, все, нет. А есть разрушающийся, то есть это постоянно умирающий объект. Представьте, это примерно как жить в доме, где есть смертельно больной, и вот он вот-вот-вот умирает, вот-вот-вот умирает, и так всю жизнь. Это вот это переживание. Когда, например, у родителей были такие разрушенные, или в глубокой депрессии, или кто-то реально болел, вот ребенок внутрь помещает в себя вот такой вот разрушающийся объект, то есть он не умер, он не живой, а он умирает. И вот это умирание постоянное. Еще раз, говорю про глубинные такие вот младенческие слои психики. А на уровне психики взрослого человека мы чувствуем только отголоски этого, да, того, что глубоко внутри происходит. Отголоски этого воспринимаются как то, что я не могу потребовать от другого
потому что он и так вот-вот-вот-вот, да, разрушится. И тогда, ну, вот каждое мое требование к нему, оно усиливает риск разрушения, и не буду этого делать. Для нашего рационального ума хорошо показывает, что то, что я проживаю здесь и сейчас, это мой внутренний нарратив, который я проявляла в жизни очень разными способами. Скорее всего, вы также себя чувствовали с родителями или с кем-то одним из родителей, потом также вы чувствовали себя, не знаю, с преподавателями, условно в ВУЗе, вы не могли лишний раз подойти к научному руководителю, что-то там у него спросить, переспросить, точно так же потом с мужчинами и так далее. Да? То есть для того, чтобы внутри сценарий изменился, важно его символизировать, то есть оторвать от буквального восприятия, что это вот только с мужчинами, только про деньги и так далее. Нет. Это с разными людьми про разное, но суть одна и та же, что я не могу что-то взять, я не могу что-то потребовать, потому что я как будто бы разрушу этот уже такой тоже разрушающийся объект. Ну или обратная фантазия, что он меня будет целиком контролировать. Я буду отдаться за это вся. Что с этим делать? Ну, важно вот эту фантазию о другом поменять. Но это легко сказать, не всегда легко сделать. В зависимости от того, насколько она внутри стойкая, вы можете попробовать это делать самостоятельно. Например, представьте, что если ваш мужчина, он какой-то супер богатый, вот у него денег, я не знаю, на 10 жизней вперед, да? Что тогда, как вы тогда себя ведете? Или что он супер, не знаю, сильный, он может заработать столько денег, сколько хочет. Что тогда? Вот просто внутри поиграйте с этим. Вот хорошая формулировка «что если?». Да, потому что когда нам предлагают вот техники позитивного мышления и так далее, визуализировать, вот у меня богатый мужчина. То есть часто это встречает такое сопротивление наших систем психических защит. А фраза «что если», формулировка «а что если», она предполагает игру. Как будто бы вы говорите своим системам психических защит, мы не идем в эту реальность. Нет, мы только посмотрим, как фильм, а что если вот так, а что если вот так. Да? То есть это психически важный момент. Что если вот ваш мужчина такой, вот он супер богатый или супер сильный, он деньги делает из воздуха просто, или еще какой-то, да? Как тогда? И посмотрите, какие картинки приходят, как вам в этом. И ваша задача докрутить эту картинку так, чтобы она вам была максимально комфортна, на плюс 10 баллов из плюс 10. Да? Например, вы говорите, а что если мой мужчина супер богатый, самый богатый мужчина в мире, как я тогда себя веду? И вот вам приходит какая-то картинка, что вот вы говорите, давай поедем на самый дорогой курорт, там, в самый дорогой ресторан и так далее. И вы задаете себе вопрос, комфортно ли мне? Как-то нет. А что тогда? Что нужно еще в этой ситуации, чтобы она была комфортна мне? Еще, например, нужно, чтобы я тоже была богатая, да, то есть вам важен вот этот паритет, вам важно равенство. Окей, хорошо, что если я супер богата, то и он супер богат, да? И вот таким вот образом докручивайте картинку, где вам комфортно, где вам раз, и вы вот расслабляетесь, классно там, да? Вот. И дальше в реальной жизни делайте тренировки. То есть вот идете с мужчиной в ресторан и говорите, моя задача сегодня заказать самое дорогое блюдо, да, и делайте это из этого состояния, да, вспоминайте вот это состояние, которое у вас есть в этой идеальной вашей картинке. Стратегия, тактика работы, она такая, но есть нюансы. Нюанс может быть в том, что если вот эта такая дырочка внутри вашей психики, она достаточно большая, которая вызывает вот эти все фантазии, да, такие деструктивные, то у вас может не хватить энергии это раз за разом делать. Вот. И тогда я настоятельно рекомендую все же работу с психологом, с психотерапевтом. То есть цель этой работы, смотрите, в вашей работе с психологом будет происходить то же самое, что происходит у вас с мужчиной. Вы будете не способны брать максимум от психолога. Как это может проявляться? Вы можете стесняться рассказать ему какие-то вещи. Стесняться, потому что не хочется его нагружать, не хочется ему что-то там
ну, как будто бы, да, вы его тоже разрушаете какими-то своими подробностями и так далее. Вам будет, например, удобно работать по средам, а вы не сможете таскать к психологу и будете работать по пятницам, как он вам предложил, и терпеть. И миллион вот этих нюансов. И грамотный профессиональный психолог должен увидеть, он увидит, да, вот эти вещи, что происходит между вами, как вы ведете себя в отношениях, и скорректирует. И вот через это, через новый опыт, внутри эта дырка, она исцелится, она сошьет, выровняется. И тогда уже легче будет энергия тренироваться и постепенно переводить в автоматический режим новое поведение с мужчиной. Друзья, пишите ваши истории, у вас будет почта под видео, куда можно писать, это абсолютно анонимно, но, как вы видите, по отзывам очень полезно для наших читателей, и многие мне пишут и в личное сообщение, что получили большую пользу и действительно получилось какие-то вещи в жизни изменить. А также ваша история они полезны для всех слушателей, потому что все наши проблемы, они типичны, да, мы живем в мире архетипов, и так или иначе то, что есть у вас, есть еще у миллионов людей. И своей историей вы очень часто помогаете не только себе, а еще многим-многим нашим зрителям.